Крошечное существо рыдало, замерев в полном одиночестве под ветвями дерева. Оно дрожало, прижав маленькие круглые ушки к головке. Крохотный коала, размером не больше руки взрослого человека, издавал крики, которые невозможно забыть. Тихие, безутешные, надрывные звуки, те, для понимания которых не нужен язык. И тут детеныш заметил его, человека, чужака, того, кому у животного не существовало абсолютно никаких причин доверять. Без всяких колебаний Кроха направился прямо к нему по открытой траве, полностью беззащитный в ярких лучах дня, и обхватил ногу мужчины двумя маленькими лапками. Зверек взглянул на него глазами, настолько полными мольбы, что прохожий застыл, как вкопанный. Он не понимал, что тут происходит. Он и не думал, что события следующих 20 минут окажутся одним из самых поразительных примеров межвидового диалога, когда-либо зафиксированных. Мужчина не знал, что этот малыш, которому исполнилось всего несколько месяцев от роду, только что принял самое отважное решение в своей короткой жизни. Он еще не ведал, что где-то поблизости у его матери иссякают силы. Давайте вернемся к началу. Чтобы оценить всю смелость поведения этого крохи, нужно осознать, насколько безвыходным являлось положение. Коалы по своей природе совсем не социальные существа. Они тихие, замкнутые и крайне скрытные. Животные проводят до 22 часов в сутки во сне на верхушках эвкалиптов, спускаясь вниз лишь в ситуации крайней нужды. Они не ищут контактов с людьми, они не подходят к незнакомцам. Любой инстинкт, заложенный в них с рождения, призывает их прятаться, молчать и оставаться в безопасности. Поэтому, когда этот малыш показался из-под леска один, брошенный и плачущий, стало очевидно, что-то было очень, очень не так. Мужчина, который первым его встретил, просто радовался теплому дню на свежем воздухе. Он вынул телефон и принялся снимать зверька, покоренный его видом, как и многие на его месте. В конце концов, детеныш коалы — одно из самых умилительных созданий в природе. Огромные темные глаза, плюшевый нос, мех, словно у ожившей мягкой игрушки. Но эта коала не позировала. Ей не было любопытно. Животное было в панике. Когда Кроха дошел до него и обнял его ногу, первым порывом мужчины стали нежность и умиление. Он решил, как и большинство из нас, что детеныш просто играет, что, вероятно, ему скучно или он ищет ласки. Он нагнулся и ласково погладил его по макушке. Коала замерла. Она посмотрела на него, и это ранит сердце. Выражение ее мордочки изменилось точно так же, как меняется лицо ребенка, когда он видит, что взрослый, с которым он говорит, совершенно его не понимает. Горечь, недоумение, отчаянная переоценка ситуации. Зверек развернулся и двинулся прочь. Удивленный мужчина глядел ему вслед. Его подруга, стоявшая рядом, подумала, не голоден ли Кроха и не хочет ли он пить. Ведь на улице было душно, а детеныш явно пребывал в стрессе. Она принесла воду и еду. Хороший жест, логичное предположение. Но коала не затормозила, не глянула на пищу и не обратила внимания на воду. Малыш едва замедлил ход. Его темные глаза продолжали искать, словно внутри шел какой-то анализ. Как мне заставить их понять? Как заставить их увидеть? И тогда детеныш развернулся и вернулся. В этот раз Кроха не просто обнял мужчину за ногу. Он вытянул обе лапки и аккуратно, осознанно взял его за палец. Так маленький ребенок берет руку родителя, когда хочет куда-то его повести. И он глядел вверх, ожидая. В этот момент что-то щелкнуло. Мужчина ощутил этот переход от замешательства к пониманию. От еды отказались, ласку отвергли. Этот зверек не искал игры или нежности, он просил о чем-то совсем другом. Он умолял о помощи. Мужчина встал. Он не знал, куда идет и что найдет, но начал следовать за ним. На этом моменте надо остановиться. Ведь произошедшее далее обязано заставить каждого из нас задуматься.
Этот напуганный, крошечный, абсолютно уязвимый малыш обернулся, увидел, что человек идет за ним, и что-то в его позе поменялось. Бешеная спешка сменилась чем-то похожим на облегчение. Теперь он шагал быстрее, целеустремленно, оглядываясь через каждые несколько метров, чтобы убедиться, что человек все еще там. Малыш-коала решил, наперекор всем своим инстинктам, поверить, что это большое, странное, незнакомое существо может помочь. А мужчина, к его огромной чести, решил поверить, что коала знает что-то, чего не знает он. Через 10 минут они нашли ее. Мама-коала запуталась в ячейках футбольных ворот, тех, которые оставляют на задних дворах и в парках, безобидных с виду для людей и смертельно опасных для дикой природы. Она безнадежно застряла. Тонкие нити обвили ее лапы и тело так, что она не могла дернуться, не затянув ловушку еще сильнее. Она была измучена. Она билась неизвестно сколько времени и была в полной, абсолютной западне. Мужчина застыл. Все части мозаики сложились воедино. Плач, цепляние за ноги, отказ от еды, отчаянное удержание за руку — все это обрело смысл. Малышу не было одиноко. Он не был голоден. Он видел, как его мать попала в беду, понял, что не может спасти ее сам, и отправился искать помощь. Он подошел к человеку, самому пугающему существу в своем маленьком мире, и снова пытался передать одно отчаянное послание. «Моей маме нужна помощь. Пожалуйста, идите за мной». Его подруга не медлила, она сбегала за ножницами. Женщина опустилась на колени рядом с матерью коалой и начала резать сетку. И вот что поразительно. Мама-коала позволила ей это сделать. Это дикое животное, изможденное и напуганное, не двигалось. Она не металась, не царапалась и не кричала. Она опустила голову, словно сознавая, что ей помогают. Через 10 минут мама-коала ступила на твердую землю. На мгновение она замерла, а затем, словно вспомнив о чем-то жизненно важном, побежала прямо к своему малышу. Детеныш бросился ей навстречу. Малыш вскарабкался на нее и прижался к материнской шерсти, вцепившись изо всех сил. Они снова были вместе. Мужчина шел с ними еще 10 минут, чтобы убедиться, что они благополучно ушли подальше от дорог и сетей. А затем мама-коала остановилась. Она обернулась и посмотрела на него. Она удерживала его взгляд долгий тихий миг. Возможно, она говорила «спасибо». Возможно, «теперь мы в порядке». А может, она выражала что-то, для чего в человеческом языке нет слова. Затем она развернулась и с малышом на спине ушла домой. Животные чувствуют больше, чем мы им приписываем. Они любят сильнее, чем мы помним. И иногда, в минуты невозможного отчаяния, они преодолевают огромное расстояние между своим миром и нашим. Они просят нас быть лучше, чем наши страхи. Маленький детеныш коалы доверил незнакомцу самое дорогое в своем мире. Все, что нужно было сделать человеку, это обратить внимание. Все, что нужно было сделать, это пойти следом. Пусть всем нам хватит мудрости последовать за кем-то маленьким и смелым, когда он пытается привести нас к чему-то важному.